Здравствуйте, друзья! Я сегодня хочу показать вам один из методов, как можно зашить дырку в шерстяном носке, ну и в принципе в любом шерстяном изделии. У меня на канале есть плейлист, который так и называется «Починить или зашить шерстяной носок». Там много различных видео о том, как починить носок. Есть видео, как наложить заплатку, как связать заплатку прямо на носке, ну и разные другие способы. Так что, если вы хотите освоить зашивание дырок в носках, то приглашаю вас посетить плейлист и выбрать для себя подходящее видео. Сегодня у меня вот такая вот огромная дырка. Дело в том, что, конечно, такой носок лучше или просто выбросить, или связать здесь новую пятку. Но так как у меня других драных носков нету, я покажу, как можно закрыть даже вот такую вот большую дырку. Дырка эта настолько большая, что даже, как мне все говорят, штопайте на лампочке. Даже на лампочке здесь ничего не получится. Поэтому для того, чтобы этот носок зашить, я возьму пол-литровую банку. Вот так одену. Если ваш носок вам дорог, вы хотите сделать его хорошо и качественно, то для начала нужно взять иголку с обычной ниткой и просто по кругу вот так вот пройти по вот этим вот петлям. Не затягивать, а просто, чтобы ниточка вот эти петли собрала. И носок наш уже не распускался, и не было у него таких мыслей. Ну и таким образом пройтись по всему кругу. Вот таким вот образом. Так, ну я буду зашивать голубой ниткой, чтобы вам было лучше видно. Зашивать мы будем вот так. Будем идти отсюда, сверху вниз. Значит, как я закрепляю нитку? Я подхожу где-нибудь вот здесь под ниточку. Подтягиваю. Нитку я сразу не обрезаю. Вот так я ее завязываю. И этот кончик я оставляю в носке. После того, как я носок зашью, я ту ниточку посмотрю, что с ней можно будет сделать. А иголкой я выхожу, ну вот наша дырочка, выхожу вот здесь, выше чуть-чуть. Вот так. Ну и смотрю здесь тоже. Видите, здесь у меня вот идет ряд. И вот идет ряд. Ну вот давайте, допустим, вот до сих пор. Вот, нам хватит. И вот я, смотрите, здесь зашла, а вот здесь вот рядышком и вышла. Нитку сильно не затягиваем. А теперь нам надо эту нитку прикрепить к носку. Что мы для этого делаем? Смотрите, вот у нас выходит нитка, а мы здесь же буквально в этом месте, только с этой стороны вот этой вот нашей нитки. И проходим вперед до следующего ряда. Вот так. Такой следующий, видите, между петельками промежуток. И следующий. То есть мы выходим иголкой, видите, вот у нас, допустим, идет косичка, следующая косичка, мы выходим вот между вот этими косичками каждый раз. Заходим туда же, где нитка выходит, только под вот эту вот ниточку.
А теперь мы вот в эти промежуточки, которые у нас между узелками, заходим иголкой, ну, можно вот так взять для удобства, чтобы ни за что не цепляться. Вот так, сверху вниз. И подтягиваем. И следим за тем, чтобы вот эта нитка, петля, оставалась под нашей ниткой. Вот так. И так делаем в обратном направлении, абсолютно по всем вот этим промежуткам. Просто сверху вниз заходим и подтягиваем. Не сильно затягиваем, а чуть-чуть. Вот так. Ну и после того, как мы прошли в последнюю петлю, мы берем и опускаемся вот так на один ряд вниз. Ну, приблизительно вот так. На один ряд вниз, где-то на один. Тут, видите, нитки более тонкие, поэтому петельки мелкие получаются. Поэтому мы вот так где-то опускаемся и проходим на вот эту сторону. Вот так. Наша ниточка остается под низом. Вот. Теперь дальше будет все очень просто и очень увлекательно. Смотрите, мы берем иголкой обратной стороной и подходим. Вот смотрите, вот есть тут одна нитка, вот эта, и та, что мы в прошлый раз ее, образует вот такую петельку. Очень легко подходим под нее. И не сильно затягиваем. И так точно подходим под следующий узелочек. Только не затягиваем. Прошли. Вот так, видите? Тут такое есть, как специально сделанное отверстие, чтобы пройти туда иголкой. Ну и вот мы дошли до последней петельки. Опять подходим под низ и опускаемся еще на ряд ниже. Вот так. Приложили, где наш? Вот примерно вот сюда. И проходим на эту сторону дырки. Ну, смотрим, чтобы наша ниточка была, чтобы примерно на одном расстоянии мы проходили. Вот так будет красиво. Вот так. Вот так. И повторяем то, что мы делали сейчас в предыдущем ряду. И подходим, у нас опять образовалась вот здесь вот такая дырочка, в которую можно пройти иголкой. Раз. Опять. Смотрим, где вот наша новая нитка, которую мы в прошлый раз сделали. И вот, видите, пошла самая нижняя ниточка. Подходим под нее. Не затягиваем. Вот так. Подходим.
И последняя петля. И посмотрите, что у нас с вами получается. У нас получается здесь, как будто бы связано на спицах. Этот способ хорош для тех, кто не умеет вязать спицами. Такую заплатку можно сделать, набрать вот здесь вот петли и провязать вперед. Ну, а с этой стороны, смотрите, натуральная изнаночная вязка у нас получается. И таким образом мы делаем на всей длине нашей дырки. Опускаемся на ряд вниз. Проходим на эту сторону. И повторяем все с самого начала, как в предыдущем ряду. Вот так. Ну, я думаю, что вы справитесь самостоятельно. И я сейчас дойду до конца своего плетения и покажу, как закрепить конец нашей нитки. Если у вас заканчивается нитка, то лучше всего оставить небольшой кончик или с этой стороны, или с этой стороны, без разницы. Уходите на обратную сторону, можно даже в этом ряду, никуда не опускаясь, не поднимаясь. Подходите, как я показывала, под ниточку, в петельку. И этот кончик оставляете в носке. Потом, когда вы закончите зашивание, с кончиками, с нитками можно поработать. Посмотрите, получается вот такая красивая вязка. А чтобы продолжить, я прикреплюсь вот с этой стороны. Где у нас нитка должна выходить? Где-то вот здесь. То есть вот тут я прикреплю свою ниточку рядышком. Этот кончик оставим внутри. А иголкой выйдем, как мы выходили, вот так вот на рядочек ниже. У нас не будет одной из полосочек, ничего страшного. И продолжаю зашивание. То же самое, что делала до сих пор. Смотрите, вот здесь, когда на темненьком, будет лучше видно. То есть мы подходим вот под эту нитку. Видите? Вот под эту нитку и вот под эту нитку. Наша ниточка вот выходит из предыдущей петли. Мы подходим под две такие вот. Раз. И с той стороны такая. Раз. И вытягиваем. Вот одна, вон вторая нитка. И вот смотрите, какая у меня получилась замечательная заплаточка. Я довязала до последнего ряда. Наша дырка полностью оказалась под заплаткой. Ну и теперь нам надо эту заплатку прикрепить к носку. Зашли вот здесь, подцепили вот эту петельку. И проходим, как мы делали в начале ряда, в соседнюю петлю. Вот так сверху нашу петельку. И заходим туда, откуда нитка вышла. И проходим в соседнюю. Заходим сверху. И туда, откуда ниточка вышла. И так
Закрепляем все петельки до последней. Ну вот, и теперь мы уходим иголкой туда, вовнутрь носка. Носок уже можно снять с банки. Выворачиваем наизнаночку. И смотрим, что у нас получилось. Ну и вот те нитки, которые у нас с вами остались от добавления наших ниток. При желании вы можете, как в штопке, эти нитки вот так вот пройтись, прикрепить. А можно этого и не делать. Будете носить, мягче ходить будет. И вот здесь я прикреплюсь. А эти кончики можно и обрезать. А можно их спрятать, пройтись несколько раз по кругу или по петлям. Это уже на ваше усмотрение. Ну и давайте же посмотрим, что у нас в итоге с вами получилось. Ну и смотрим. Был у нас носок с такой отвратительной дыркой. И стало, смотрите, красиво, аккуратно. Хоть на выставку отправляй. Ну, может быть, где-то я немножко и накосячила, но мне хотелось поскорее закончить с этой дыркой. Нужно много внимания, аккуратности, и все будет у вас в порядке. На этом будьте все здоровы, всего доброго, до свидания.